А на наш праздник пришла выпускница нашего детского сада, ученица 9 класса Мария Зубкова. Пожалуйста, ей слово. Здравствуйте, мои юные друзья! Вы хотя еще дошкольники, но мне кажется, что вы знакомы с такими понятиями, как Родина, Армия, Гвардия и Малая Родина. И эти слова очень важны для русских людей, и они такие же родные, как слова «мама», «папа», «семья», «дружба» и «любовь». И чтобы вы, мои маленькие земляки, росли тоже настоящими патриотами, я написала вот эту книжку. Она называется «Азбука гвардейского края». И в ней в стихотворениях написано о том, что Россия надеется на вас, дошкольников. К примеру, армия России, крепкая броня, днем и даже ночью защитит меня. Подрастут мальчишки и пойдут служить, чтобы в мире мирном можно было жить. Yelnya и слава неразделимы, помнить об этом необходимо. Да, все мы добрые, мирные люди, но павших героев своих не забудем. This is Yelnya, a small town near the western border of Russia. During the Second World War, it was known as a place where the Soviet troops gained the very first victory over Nazi forces. There's a lot here that still reminds of war. Monuments, obelisks, the star signs on the walls marking the houses of those who went to fight. And the town itself bears the honorable title of the town of military glory. По-моему, кости, нога. Ай. Вот зубки. Молоденький солдат, зубки еще. His name is Sergei, and he is one of the local war relic seekers, dedicated to finding the remains of Soviet soldiers fallen in battles around Yelnya. Hitler's invasion of Soviet Union was sudden and left the Soviet army demoralized.
To boost morale, a powerful propaganda trick was called for: any local victory at any price. The Yelnya offensive operation served the purpose. The battle lasted 8 days and claimed more than 40,000 lives, 5 times the number of the town population. The war still features heavily in the town everyday life, as many military celebrations are held here. Today is World War II Victory Day, and people gather in processions, carrying portraits of their relatives who have fought in the war. Слово предоставляется главе муниципального образования Ельнинский район Смоленской области Николаю Даниловичу Лещенко. 4 долгих года наш народ шел к великой победе. Через великие страдания и миллионные жертвы. Итогом стало освобождение не только своей территории, но и всей Восточной Европы. И нам сегодня обидно, что потомки тех европейцев боятся признать, что их матери и отцы целовали не только лица наших солдат, но броню и гусеницы боевых машин советской армии-освободительницы. Masha is well known locally. She's only 16, yet she happens to know a lot about war. This is Masha's mom, Svetlana. She is busy coaching Masha for an important audition, held in a neighboring town by a showman from Moscow.
Вот опять будет все болеть. Опять все будет болеть. Ты опять на стакане, да? Той на этом, блядь, запрыгал на пробку, блядь. Ну выходишь как-нибудь. Ты ж туда нашел силы выйти. Конечно, в уме силы воли есть, блядь. Ну, туда. Надо ж. Алексеевна, видишь, заболела. Да я знаю. Ты ж хоть потихонечку двигайся. Через Санек. силу болит. Ляжешь и будешь лежать, и уже не И станешь. все, и не станешь. Ну. А я, Ничего не надо помочь? Не. А привезти ничего не надо? Не надо ничего. Может, компотов привезти? Кого? Ты Компот. что? Не, у меня компоту я А понаделала. ебать, копать серый. Все, ладно, Все, поехали. спасибо Серёг. большое, Сережа. Все, спасибо. давайте. Счастливо. Ага, Саш, спасибо, прекращай Серёж. как-нибудь. Савушкина и Ворошкина, блядь. Там, Ай. блядь, побыло-то, блядь, там. Ты понял? Интегрен. Понял, что говорить? Понял. Он мне Заварушкина говорит, ему бабушки информацию давали, что там 2 утопленных немецких танка. У меня есть тоже информация. И тигренок, и, бля, Нет. пантера, сука. Не может быть, в 43-м году только они пошли. А у нас основные бои по Ладно, 41-му спасибо, году были. Серёж. Можешь завязать. Могу. Ну, опять будет все выламывать тебе кости. Ну ладно, Все, давай, ладно. Sergei is often helping his elderly neighbors who struggle to survive on their tiny pensions, overlooked, neglected, and forgotten. Никогда не прям в нашем городе светлом над вечерней рекой не мечтал до зари. Смотри, дядька, 2 часа стояла и пляшка на боку. Левый бок чуть опусти, Маш, и правый, потому что сзади длиннее, чем спереди. Все, давай харизмой возьми. В сердечном кругу после долгой разлуки сидят и поют фронтовые подруги, и давняя песня тревожит им душу. Споемте землянку, споемте Катюшу. Давайте землянку, давайте Катюшу. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Ну, песня, куда ты бежал? Ты же знаешь, о чем ты поешь, да? Конечно. Знаешь, сколько лет длилась война, да? Смотря как Вторая мировая или Великая Отечественная. Великая Отечественная. С 1941 по 45. И когда она началась, тоже 22 июня. К сожалению, сейчас вот многие твои сверстники даже не знают, иной раз даже затрудняется сказать, что это за День Победы, к сожалению. А уж о том, когда началась война, даже не слыхали. Вот ты молодец, все знаешь. Это чувствуется в исполнении. Спасибо большое, молодчина. Спасибо. Вот, в принципе, все. Да, конечно. Я тут ни при чем, это Олег Владимирович. Работает, да? Уважаемый Сергей Сергеевич и ваша вся команда, я хочу от имени педагогов и от имени родителей
сказать вам большое спасибо за то, что вы обратили внимание на детей Смоленщины. У нас очень много талантливых детей, это еще, наверное, 1/100 часть. И вот, Мария, пожалуйста, выйди сюда. Это моя дочь Мария. Вы ее спросили, знает ли она, когда началась война, когда закончилась. Я вам скажу, что больше, что она не только знает, а недавно вышла ее книга «Азбука гвардейского края для малышей». Она приехала из города Ельни, это родина Советской гвардии. Поэтому разрешите вам и вашей всей команде вручить книжки с подписями. Спасибо за детей Смоленщины. Спасибо. Спасибо большое. Despite her extensive knowledge of history and Mom's best efforts, Masha failed the audition. Yet another celebration, Yelnya Town Day, which marks the day of liberation from the German occupation. Олег, остановись. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Российской Федерации, члену фракции «Единая Россия» Ольге Владимировне Окуневой. Мы с вами, наверное, никогда себе не простим, если память наша о тех, кто нам подарил жизнь и защитил мир во всем мире, не будет вечной. Наша Родина всегда переживает сложные и трудные периоды. К сожалению, есть враги и сейчас, которые не хотят, чтобы наша страна жила в мире, чтобы люди были счастливы, чтобы государство развивалось, но россияне упорные люди. И уже облили нашу хату. Единым течем обливали там, замкнули нас. А тогда дед мой, видит, что начальник ходит, он постучал у окошка. В окошко постучал, мы замкнулись. А он понял, по-немецки дед стал разговаривать, в окошко постучал. Он открыл ему. Выпустил его. Комендант, да? Какой-то начальник. Ну, начальник их, да. Станется это. А тогда это нет, нам уже рассказывал. Мамка говорит, что-то там ему говорил, что нас, говорит, открыли. А он говорит, я говорил, что вы, какие мы партизаны. Туда женщины, дети, говорите, один я старик. Он по-немецки хорошо рассказывал. А тогда он открыл дверь так-то нас, а мы тогда, знаете, как... Уже к смерти были готовы. Да. А мы тогда и босячком, дети как бегали, тогда все босяком. Сейчас детей, знаешь, как одевают, а мы все босячком бегали. Да. И так-то и погнали нас. Ничем. Вот. А куда ж погнали? А в Рославу. А там был концлагерь у Рославе. И всех, и детей, и женщин, детей всех. Всех Нас все погнали босяком и гляком, бешаком. Как Катюша забили, утихся бой. Господи, чуем, открывают нас. Говорим, ну нас теперь будет, наверное, тут женщина, говорит, наверное, будет, я пускать да убивать. А тут русские, не бойтесь, мы русские. Вы знаете, что на нас глядели, это русские, плакали солдаты. Мы уже были не дети, однокости были. Вот. Ой, какая война. Так вот сейчас, как вспомню, тяжело и плачу. Сын у меня тут рядом. Мам, что ты делаешь? А плачу. Чего? А войну вспомнила. Господи, Россия, где отец?
Ой, Боже мой. Вот она кухня. Вот. У Библии пишет, теперь будет огненный поток. Теперь, наверное, кто кнопку там наждет вперед, та и сгорит планета. А это все будет от Господа Бога. Вот зато я и говорю, что, говорю, Путин молодец, что он Господу Богу верит, и он ходит в церковь и причащается. Мы видим же, как поэтому по телевизору показывают. Вот. Я говорю, что он хороший, что войны хоть бы не было, хоть бы молодежь не побили, не погубили. Нам уже помирать пора. А хоть бы молодежь жила. Господи, слава Богу, чтоб молодежь жила. И молюсь Боженьку, все прощу, говорю, Господи, хоть бы с людишки молодые жили. Мы уже отжили, я, говорю, не видала хорошей жизни, не видала. Не видала, говорю. Моя, говорю, жизнь пришла так. Сейчас мы находимся в самом центре Ельни, в сквере Боевой славы. Это одно из самых любимых моих мест и священное для всех ельнинцев. У Анатолия Ивановича Панасечкина есть одно замечательное стихотворение именно о сквере памяти. «Рассветные птицы запели, туман над рекою разлит, спокойные мирные ели стоят меж квадратами плит, но брови нахмурили грозно, готовые ринуться в бой 4 солдата из бронзы, что Ельню прикрыли совой». Маш, а есть в городе места, которые ты любишь, не связанные с войной? Патриотизм — это же как бы любовь к родине прежде всего, правда, наверное? А у меня больше сейчас любовь к Путину. Recently, Svetlana started to work as a director of a local community center in a village near Yelnya. Родом я из Советского Союза, сделана в СССР, как Газманов поет. И я считаю, что, конечно, в каком-то новом варианте это время должно вернуться. Дома были мама, 3 брата, бабушка. Потом родилась я, и когда я родилась, через 3 дня папа умер. Но наши женщины, они очень стойкие и умеют собираться в трудный момент, в трудные минуты. Мама пошла работать, через недели-2 уже работать в колхоз опять. Братья меня возили на коляске, чтобы меня кормили, к маме, чтобы она кормила меня. Прожив такую сложную жизнь, мама сделала все, чтобы мы выросли достойными людьми. Мама умерла, когда я была совсем еще молоденькой. Сыну было 3 или 4 годика только, то есть мне так нужна была ее поддержка, помощь. Союз развалился тогда, и вот такое перепутье.
И казалось, что земля из-под ног просто ушла. Брат у меня был командиром полка и посоветовал, что лучше, значит, призваться в армию, потому что в армии тогда было легче прожить. И паёк давали, и зарплату более-менее своевременно, и какой-то угол можно было получить, чтобы жить. On February 23rd, Svetlana, along with all of the Russian armed forces, celebrates her own holiday, the Defender of the Fatherland Day. Словами нашего президента Владимира Владимировича Путина можно сегодня сказать: «Я не боюсь Запад». Еще свое изречение он сказал: «В Ленинграде я понял, что если я вижу, что сейчас завяжется драка, я буду бить первым». Этим он дал понять всем западным, что если надо упредительный удар, он будет. Слушай, почему у тебя Путин здесь висит? Да я не знаю, я его как-то пытался содрать и не содрал, Марин. Что-то я здесь не отодрал. Он до меня еще висел. Я в этот дом, я его сначала снимал, потом выкупил, этот домик. Я его купил лет 5 назад. Я как-то его пытался, где-то что-то оторвал. Да, помнишь, я пытался. Что-то где-то оторвалось у меня. Так до конца я его не оторвал. Заклеит. Да, чего он календарем. Да, вот смотри, вот сейчас вот действительно правильно говорят. Раньше куча предприятий, сейчас только закрывается. Вот у людей такая безнадега. Нет работы. Половина города ездит на заработки в Москву. Кто в Питер, кто в Москву, кто еще куда-то. Молодежь вообще здесь перспектив вообще никаких. Нужно только уезжать куда-либо. Или в Смоленск, или куда-то. Сын уехал в Москву, там работает в банке. Ну, что-то по компьютерам. Ну, здесь никакой перспективы. А какая? Здесь пол Ельни сейчас ходят, водку жрут. Ну, и не знаю, где деньги находят. Ну, у кого мать жива, там, отец, пенсию, если получает. Вот ходят здесь толпы народа, ходят. Наверное, в контру переиграл. Самое классное оружие это вот Ты, наверное, в контру переиграл. Это вещество, которое находится там. Это вещество воспламеняется и разрывает ее на части. В твоей семье, если те, кто воевал, вот, как память сохранится, что ты знаешь о тех, кто участвовал в боевых действиях? Нет? Никто? Там нет дедушки? Вот. Ты что-то знаешь сейчас? К сожалению, у меня так близкие родственники не воевали, а трудились в тылу. Насколько сложно исполнять вот подобного рода песни? Мне очень сложно исполнять такие песни, потому что это мое направление патриотическое. И я очень много слышала о войне, и надеюсь, что такого больше не повторится.
На сцене лауреат областных и международных конкурсов Мария Зубкова, муниципальное образование, Ельнинский район. Плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать-земля. Страна моя, враги тебе грозят, но выше подними великой правды знамя, а мой его кровавыми слезами, и пусть его лучи пронзят, пусть уничтожит беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно, кровь наших матерей. Знаешь, одну вещь скажу. Сколько она сложилась там. Там приемлемо. Я к Сергею приду все время. Я его... Сколько мы в Чечне положили? Иди сюда, Саш. Саш, подойди ко мне, подними цвет свой. Сколько мы в Чечне положили его? На. Что дай Бог. Подходи. Ложи цветок, а я буду тебя фотографировать. Давай. Он у меня ветеран боевых действий. Ну, сейчас, конечно, немножко не в кондиции. А кто 23-го бывает в кондиции? Да, можно. Сейчас можно. Угу. Мужики, мы с вами оттоптали 23 февраля. Ну, я вот очень хочу вас всех, где мы с вами в Чечне пробыли, слава Богу, все мы живые остались оттуда, ушли. Поздравляю вас всех с 23 февраля. А можно один вопрос? Да. Вы можете вспомнить ребят ваших знакомых, кто там погиб? Это моего очень хорошего друга сын погиб. Вот. И поэтому я погиб и погиб. Ради Бога. Я не знаю, я к отцу постоянно. Отец у меня в гостях бывает. И все остальное, он, Сельченко, знаете? Ну, тут тоже, они все тут. Тут меня память, если с 94 по 96. Вот он. А 5 июня в 96-го было бы 20 лет.
И вот до демобилизации оставалось, ну, в мае он пришел, а вот в марте 1 месяц. 2, ну да, апрель не дослужил, в мае. Вот они его, гвардия его, знак, вот и мужество. Уже почернел. Ну, погиб он 30-го, похоронка 31-го нам пришла, а привезли только 7 апреля. 8-го мы хоронили, да? 7-го привезли, а 8-го мы хоронили. Долго, ну, долго очень. За неделю я стал седой. Был. Тяжело вспоминать, конечно. Ну, вот хотел в армию. Мы что в то время видели эту Чечню всю. И всегда говорили, Саш, ну как, или то выкупить, то еще что-то, как раньше там все делали тут. Ну, ни в какую. Сказал, нет, нет. Ну, вот и не дал нам ничего. Я пойду все равно. После похорон пришло письмо еще от него. То есть уже он был здесь, уже похоронили, а письмо еще пришло от живого. Так вот почта доставлялась. В письме последнее написал: «Скоро буду дома». И оказался дома раньше, чем письмо пришло. Я, вступая в ряды юной армии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь. Соблюдать устав юной армии, быть честным юноармейцем, следовать Быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за свободу. всегда быть защитником Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Чтить память героев, сражавшихся. Внимание, начали! Газы. Дай мне твою руку, молодец. Всё, Вот что здесь, молодец. Просто замечательно. Когда коричневая чума в 1941 году пришла на Смоленскую землю, они посеяли здесь смерть. Сейчас мы видим черную чуму 21 века. И эту чуму черную вырастил американский и европейский фашизм. Если те коричневые не скрывали свое лицо, то эти скрывают. Это говорит о том, что эта черная чума, она еще подлее, еще страшнее той коричневой.
Кто нам угрожает, на твой взгляд? Запад. Увереннее говори. Кто? Бог НАТО угрожает, кто? Америка угрожает, кто? Террористы угрожают. Внутри оппозиция тоже Россию раскачивает. Такие спонсируемые Западом появляются течения. Для России угроза идет с двух сторон. Это террористические организации и блок НАТО, который окружил Россию уже, можно сказать. И поэтому России приходится обороняться, чтобы вести политику устрашения. Скажи так, что Владимир Владимирович является духовным лидером партии «Единая Россия». Мне нравится, что он делает, мне нравится, как он направляет эту партию, как он ее, как он руководит ею. И поэтому я поддерживаю «Единую Россию». Поэтому вопросу нет мнения. То есть не пойдешь голосовать ни за кого, что ли? Мне нельзя еще голосовать. Ну а если можно было бы завтра, за кого бы пошла? А? За «Единую Россию». Ну, вот так и говоришь. Ну, Маша, говори, строй предложение, что сидеть тут до утра? Что если бы сейчас было у меня право проголосовать, то я бы сама пошла голосовать за «Единую Россию» и повела бы за собой своих сверстников, да? Если бы у меня было право голосовать сейчас, то я бы, конечно, наверное, пошла голосовать за «Единую Россию» и привлекла бы тоже голосовать своих сверстников, друзей. Ну, вот так. Я хочу, так как возраст уже говорит, что надо думать о вечном, хочу немножко, чтобы она окрепла душой. И как можно больше вот вложить в нее такого, что она на улице нигде не возьмет. Вот это вот. То есть, пока могу, почему нет? Почему я не могу быть с ней рядом? Сколько ей надо, почему? Это ж здорово. И в армии, конечно, я хотела бы, чтобы она была. Тем более у нее все для этого есть. Душевный настрой, дисциплина, мозги. Это такие надежные люди нужны в армии. Мама вкладывает в меня вот всю душу, собственно, то есть себя не жалеет, а для меня что-то сделает. Тебе передохнуть надо? Хочешь, давай остановимся, это самое. Чего тебе, устала, что ли? Давай, да. Устала, да. Сегодня в братской могиле будет захоронен прах 503 погибших солдат и офицеров советской армии, чьи останки были найдены в результате поисковых экспедиций, проходивших в рамках вахты памяти 2017. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся в покорении душу усопших рабов Божьих, вождей и воинов на поле брани убиенных, жизнью за верой Отечества положивших, все еже простите им всякому прегрешению. От всех юных янинцев я торжественно клянусь
что мы никогда и нигде не посрамим честь русского народа, не очерним память погибшим и будем из поколения в поколение передавать это глубокое уважение и почтение победы нашего народа над фашизмом. Я, Семченков Иван, вступаю в ряды юной армии и перед лицом своих товарищей торжественно клянусь следовать традициям доблести, отваги и товарищества, взаимовыручки, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Готовить себя к служению и созиданию, облагать чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. Ко мне. Быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юноармейца. Клянусь. Преодолевать все преграды, защитников славы. Чтить память героев. Сереж, почему наша власть вспоминает о людях только ради войны? Ты на кого работаешь? На иностранное телевидение? А что, вопросы только шпион может задавать? Сейчас обидишься на меня. Ты работаешь на иностранную разведку. Все правильно. Ты правду все рассказываешь. Ты рассказываешь всю правду. Ты меня снимаешь сейчас, я знаю. Вот. Да. Ты работаешь на иностранную разведку, но ты снимаешь абсолютно всю правду, которая происходит в нашей России и которая происходит у нас здесь везде. 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 Вот среди нас. Среди вот таких людей, которые живут. И здесь их миллионы. Их здесь миллионы. Мы не живем, мы выживаем. Сереж, вот ты сколько бойцов поднял? 27. Вот ради чего они погибали? Я плачу. Бич, поверь мне, я иногда плачу. Плачу, потому что я понимаю, что они жили не для того, чтобы мы так жили. Что происходит в нашей жизни? Наши бабушки не так жили. Я не пойму в этой жизни ничего. Как так можно жить? Мы готовы, но мы же все неплохие, мы все работяги. Как так можно жить? Что делает для нас жизнь? Что она делает? Что делает этот ебучий Путин, сука?